Продолжаю рассказывать о поездке по России за группой Scorpions. Если ты тут новенький или вдруг пропустил предыдущие выпуски, смотри их вот здесь. Последним городом в туре был ЕКБ. И если вы наивно думаете, что я добралась туда без приключений, то вы глубоко ошибаетесь. Я чуть не посидела. Изначально по плану из Уфы в Екатеринбург я должна была добраться на автобусе и сразу идти на пресс-конференцию. Нашла автобус на одном из сервисов Яндекса, забронировала там место, и вроде бы ничего не предвещало беды. Я уже не раз и не два пользовалась таким способом, в том числе и в том самом туре, и всегда все было нормально, никаких проблем. Но, как вы поняли по названию видео, это был не тот случай. Утром назначенного дня, ранним утром, я не помню точно сколько это было, но типа 6-7 часов утра, нигде в Уфе не было автобуса в Екатеринбург, и я безуспешно пыталась дозвониться на горячую линию Яндекса или на телефон поддержки компании, но там либо не отвечали, либо гоняли меня по району. А время-то текло, и на поезде я бы не успела по-любому, потому что мне нужно было успеть на пресс-конференцию, которая была днем в день перед концертом, то есть не в день концерта, а до этого за день. И я посмотрела, единственным вариантом добраться к сроку был самолет, который отправлялся буквально там через час. Ну, я, естественно, вызвала быстренько такси, полетела в этот аэропорт, купила билет, причем прям в кассе. Успела зарегистрировать и сдать багаж, и даже почти успела выпить кофе со встреченными внезапно иностранными журналистами, но тут вышли стюардессы кричать «Кто в ЕКБ?». И оказалось, что мы летим все вместе, да еще и с мерчерами, и с половиной организаторов. Ну, в принципе, да, кому еще в такое время понадобится лететь по такому маршруту? В итоге мы все сели в маленький самолетик, похожий на частный, было очень прикольно, очень необычно. И я оказалась в городе на несколько часов раньше планируемого, но благо есть друзья, так что я успела даже отдохнуть перед пресс-конференцией. Лайк за удачливость! У меня вопрос к Матиасу. В Мюнхене у вас есть магазин, в котором каждый год вы проводите дни рождения. В 2018 это будет юбилейный 10-й день рождения. И как раз со стартом российского тура объявили дату этого мероприятия. Есть ли у вас уже планы, какая группа будет играть, и будут ли какие-то спецгости? Например, какие-то годы приезжали сами музыканты Scorpions, какие-то годы приезжали бывшие музыканты, такие как Герман, Питти, сессионный музыкант Санплагида. Так что какие планы вот на празднование 10-летнего юбилея MJ Guitars? Matthias, this question is probably more dedicated to yourself, which is about the guitar store that you have. You're having an anniversary, as we know. And you're planning some kind of an event, as we have heard, with musicians from other bands, previous session musicians. Perhaps the whole band will attend at that celebration. Can you comment somehow on that? Not really. I just know that the 10th anniversary is coming up, 10th of March next year. And we haven't decided yet what to do and with whom and what. There's usually a band playing. You've been there a couple of times, I know, and I can't release any secrets now, then it wouldn't be a surprise. Конечно же, да, действительно, вы правы. Грядет десятилетие 10 марта. И да, конечно же, будет какой-нибудь концертик, как вы в курсе. Вы, кажется, были на одном из наших дней рождения. Но пока что никаких комментариев я не готов, собственно, дать, потому что это будет небольшой секрет, и я не могу пока его никаким образом официально анонсировать. Вот. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Thank you.
Okay. I don't have the CD player with me to wait until I'm at home. Maybe I've one in the room. I could listen to that. Thanks for talking to me. I don't have the player. They will be very Thank you so happy. much. Yeah, great. And Martin's okay, she said hello to them. Yeah, yeah, it's good to see it, but just briefly, you know. Yeah. Oh, you have one. Okay, excellent. You're welcome.
На следующий день после концерта мы с другом поехали за город к стелле раздела Европы и Азии. Вообще их несколько штук, там под Пермью, еще где-то, ну, это была просто ближайшая. Ну, а еще через пару дней я уже летела в Москву, потому что тур группы Scorpions закончился, и мне тоже было пора возвращаться. Спасибо, что смотрели. Не прощаюсь.